Всем привет, дорогие друзья! Сидя здесь на гамаке под лаймовым деревом, я хочу с вами поделиться, что такое кливинг, рассказать, показать, что это за такой новый, набирающий популярность формат жилья. В общем, погнали смотреть, я вам покажу его на примере Кипра. Даже здесь, оказывается, такое есть, он есть в единственном экземпляре, и на самом деле довольно не похож на то, какой он везде в Европе. Ну, давайте посмотрим. Пойдемте. Что, сидим? Тогда, да? Сейчас осталось встать с этого гамака. Ох, господи, это были мои колени. Ну, собственно говоря, вот вам и сам каливинг. Здесь это просто огромный особняк с невероятно огромной территорией. Ну, давайте посмотрим, что внутри сначала. Такой вот это уютный и атмосферный холл. Я, если честно, просто обалдела, когда впервые сюда зашла. Так это все интересно и необычно выглядит. Слева здесь кухня и общественные зоны, а справа комнаты, и на первом этаже их всего 3. И в одной из них мы и жили. Потихонечку заходим на кухню, и вот этот луч солнца я очень вам хотела показать, который так прорывался и падал красиво на креслицу по утрам. Очень большая кухня, учитывая, что она всего на 10-14 человек. У каждого есть свой стол с ящиками для хранения продуктов, холодильник, у нас он вообще был почему-то свой отдельный, и плита, 1 на 2 комнаты. Отличительная черта именно этого каливинга, то, что делает его особенным, то, что здесь не просто место для поспать, приехал, поработал, поел, поспал, уехал, а то, что здесь прям комьюнити, здесь такая семейная атмосфера, именно это и хотела создать Кристи, владельца этого каливинга. Здесь сделан большой упор и прям проделывается большая работа на то, чтобы был какой-то движ, на то, чтобы люди были сплоченные, были там, не знаю, друзьями, конечно, громко сказано, но, по крайней мере, чтобы всем было весело и было классно вместе проводить время. Здесь постоянно проводятся какие-то, не знаю, вечера пиццы, вечера гриля, какие-нибудь завтраки, все что-нибудь готовят вместе, блинчики. Вот, например, Мигель, итальянец, который здесь живет, готовил пиццу, устраивал мастер-класс. Ребята периодически, мы уже не успели это заставить, но до нас ребята выезжали вместе в горы куда-то на экскурсию, кино вместе смотрят зимой, вот видели фотки, тоже классно. Собираются все вместе на проекторе, смотрят фильмы, то есть мы живем здесь всего 2 недели, но такое ощущение, что я всех этих людей знаю очень давно и настолько легко и комфортно со всеми. Прервемся на вкусную паузу. Я просто не могу не поделиться, как нам повезло поселиться в одно время с тем самым Мигелем. Все потому, что его брат – один из топовых поваров Италии, и с его участием даже должен скоро выйти фильм на Netflix. И вот этот брат научил Мигеля готовить просто божественную, вкуснейшую пиццу. Мигель так постарался. Он специально купил каменную доску, на которой выпекал пиццу в духовке. Это, кстати, тоже один из главных секретов вкуса – выпекать именно на камне. Девчата, конечно, тоже вдохновились, готовили свои варианты пиццы, например, овощную, где вместо томатов или там кетчупа использовали тыквенный крем, и это было прям что-то невероятно особенное. И вообще, с чем пиццы у нас только не было. Самый необычный и такой классный вариант, это, конечно, было с голубым сыром, луком и вишневым вареньем. Все, это все ингредиенты, но это было очень и очень вкусно, правда, просто класс. Lemongrass leaves. Ну, конечно же, я не могла не выманить секретик вкуснейшей пиццы от итальянца. Ну, выманила, не все, конечно же, но вот какой-то секретик да есть. Для меня это было интересное открытие, я не знала. Secret or secret ingredients, something. And you have to, I don't know how to say it in English, but when you have to work it. Yeah. Definitely you won't use the piece of wood, no. Yeah? It's not meant for it, no. Wow. You'll just with your by hand. It's really important how it's impact.
A lot, because the main thing is to have air into the dough, and the air helps the cooking process. So basically there is air into the dough, but if you're gonna use that piece of wood, you're gonna squeeze all the air out, and then during the cooking it's not gonna cook properly. По правде говоря, я вообще равнодушна к пицце и не очень-то ее особо люблю, но здесь это просто не передать словами, насколько это прекрасно. Тесто настолько хрустящее, просто не вообразить. И я поняла, что до этого все, что я ела, это была не пицца, далеко не пицца. Ну, а потом понеслось. Каждый готовил что-то свое вкусное, делали спрингроллы, мы приготовили литовские шалти-борщи, все еще удивлялись, что это такое, пробовали. Ну, в общем, очень вкусное было время. Здесь же рядом рабочие зоны, все классно очень оборудовано, такие разные уютные местечки с красивыми видами, быстрым интернетом и удобными креслами. Кстати, когда мы сюда заехали, было как раз очень много диджитальщиков, и все эти места были заняты, кипела прям работа такая, все были при деле. А потом при нас заселились уже больше такие творческие ребята, так что атмосфера была уже больше как в летнем лагере. Помимо всего самого необходимого, в нашем варианте был еще целый бар, где было полно всего, отдельные общие уборные и просто нереальных размеров склад. А дальше мы выходим во двор, где можно, просто потеряться. Очень важно, что внутри дома, что на улице, очень много столов. Поэтому, если вам хочется отдельно позавтракать или поработать спокойно в тишине, или просто почитать, вы всегда можете найти себе место и уединиться. Так, ладно, вернемся в дом, потому что мы еще не были на втором этаже. Меня так впечатлила эта деревянная лестница. Это сразу просто плюс 1000 к атмосфере и уюту. И здесь вот еще 4 комнаты, тоже наверху. Ну вот и все, собственно. Здесь на территории есть, не скажу, что просто все. Здесь потенциал еще невероятно большой. Здесь вот такое классное есть оливковое дерево, красивое. Лаймы повсюду растут, вокруг гамаки, есть в тенечке очень классно. Солнышки, есть качели, есть такие фонари уютные, которые, знаете, как в кафе такие вечером включаются. Куча столов там, чтобы работать или ужины проводить, как они проводятся часто. И вот здесь есть территория большая, можно постелить какие-то эти коврички йогой заниматься. В общем, можно делать, что хочешь. Территория огромная, всем места хватит. Классно, классно. Там вот растет огромный кактус, сейчас цветет вот эта вот опунция. Оказывается, чаще всего коливинги подразумевают под собой именно похожих по духу людей с общими интересами. Именно в этом их специфика. Поэтому коливинги бывают очень разные, с разными направлениями для киношников, театралов, вообще творческих людей, и для айтишников, и вообще для кого угодно. А еще это очень классный способ попрактиковать свой язык, английский или любой другой, потому что, во-первых, вы живете вместе и не просто постоянно болтаете, а еще обсуждаете какие-то бытовые вещи, и это прям заставляет выучить новые какие-то слова или вообще как-то их использовать. А во-вторых, здесь живет
такое ощущение, что люди просто со всего мира, просто от каждой страны по представителю, поэтому если хотите выучить что-то новое, тоже хороший способ, почему нет? Так, я, конечно же, сильно извиняюсь, но мы с вами посмотрели всего лишь еще маленькую часть дома. Не хотите ли еще, вот, например, такое пространство для сушки белья и просто чего-нибудь вообще? Или вот еще прачка. У каждой комнаты, кстати, своя ячейка для порошков и прочего-прочего. Здесь есть стиралка, гладильная доска, утюг, в общем, такое вот местечко. Вот вам напоследок милая история. Как-то у нас был вечер гриля, мы готовили разные вкусности, и приехало несколько ребят, которые когда-то здесь жили раньше и случайно одновременно сейчас оказались на Кипре. Они вообще живут кто где в Европе, но вот приехали отдохнуть. И вот тот малыш, которого вы увидите в ролике, это ребенок пары, которая здесь познакомилась. Здесь же вот они начали встречаться, потом поженились, и вот, пожалуйста, результат. Сейчас они живут где-то в Германии, но Тахани для них знаковое местечко, конечно же. Так что такие вот романтичные истории хранит это место. Изначально я как-то скептически отнеслась к идее пожить в коливинге, а в итоге я просто влюбилась в это место, в этих людей и в эти 2 недели. Они стали одним из лучших периодов не только жизни на Кипре, но и в целом.